Чего и кого боялись советские танкисты? Как боролись со страхом? Исчерпывающие ответы на эти вопросы дали сами танкисты-ветераны в интервью Артему Драбкину. Достоверность этих сведений не вызывает сомнений, поэтому зачитаю самые интересные ответы. В бою, по словам практически всех ветеранов, происходило как бы отключение сознания, которое каждый из выживших танкистов описывает по-разному. Ты уже не человек, и по-человечески ни рассуждать, ни мыслить уже не можешь. Может быть, это-то и спасало, вспоминает Железнов Николай Яковлевич. Ему вторит Брюхов Василий Павлович. Когда подобьют, выскочишь из горящего танка, тут немножко страшно, а в танке некогда бояться. Ты занят делом. Кривов Георгий Николаевич интересно описывает то, как танкисты подавляли страх перед боем. В последних боях я командовал танком ротного командира. Экипаж у него интересный был. Один молчаливый, ни слова не скажет. Второй все время есть хочет. Нашли пасеку. Вот он хлеб с медом и наворачивает. У меня просто нервное возбуждение. Не могу сидеть на месте. Ротный сопит, шмыгает. Конечно, были и другие страхи, кроме боязни смерти. Боялись быть искалеченными, ранеными, пропасть без вести или попасть в плен. Я не хотел смерти и не думал о ней. Но я видел в эшелоне, шедшем на фронт, что многие, кто переживал и страдал, первыми же и погибали. Из воспоминаний Железного Николая Яковлевича. Летом 1943 года армия сосредоточилась юго-западней Сухиничей. Вот тут я принял свой первый бой. Первый бой, он самый страшный. Меня иногда спрашивают: вы боялись? Я скрывать не буду, я боялся. Страх появлялся перед атакой, когда включаешь переговорное устройство и ждешь команду «Вперед!». Одному Богу известно, что ждет тебя через 5-10 минут. Попадут в тебя или не попадут. Сейчас ты молодой, здоровый, и тебе хочется жить, а надо идти в атаку, где через несколько минут тебя может не стать. Нет, трусить, конечно, мы не трусили, но каждый из нас боялся. А в атаке включалась какая-то неуловимая дополнительная сила, которая руководила тобой. Вспоминает Шишкин Григорий Степанович. Как относились к потерям? Удивительное создание человек. Ко всему привыкает. Перед боем еще адресами обменивались, чтобы написали, если что. Вроде и понимаешь, что убить могут, а бывало очень страшно. Приказ: наступление 12:00. Сидишь в танке, танк закрыт. Осталось 5 минут, начинает брать дрожь. 4 минуты, 3 минуты. Уже зубы стучат, коленки дрожат, как у самого последнего труса. Главное не показать это экипажу. Трешь подбородок, как будто он у тебя чешется, чтобы не показать, что у тебя губы дрожат. Как только пошли в бой, как-то страх проходит. Голова холодная, прекрасно все рассчитываешь, и все мысли только о том, как бы только не пропустить опасность. Где побыстрее проскочить, где помедленнее, где вправо, где влево, каким снарядом, осколочным или фугасным. Короче, работаешь. Или вот движется колонна в наступление. Знаем, что дорога минирована, а разминировать было некогда, надо двигаться. Головные танки менялись через каждые 15 минут. И вот наступает твоя очередь. Думаешь, елки-палки, те,
Прошли, а повезет ли мне? А потом 15 минут колоссального напряжения. Повезет, не повезет. Вспоминает Дегин Ион Лазаревич. У поэта-фронтовика Семена Гудзенко есть строки. Ведь самый страшный час в бою — час ожидания атаки. Я мог контролировать свои эмоции перед атакой. И даже когда мне было очень страшно, научился искусно этот страх скрывать, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не заподозрил, что еврей — трус. Нет ничего тяжелее этих последних минут перед боем. Кого больше всего боялись? Фаустников, конечно. Если нарываешься на него в городской застройке, то пиши пропало. В начале наступления в Пруссии мой танк, укрываясь от артиллерийского огня, по ошибке заскочил во двор немецкого поместья. Увидели мальчишку-фаустника в 20 метрах от нас. Пацан, на наше счастье, попался нерасторопный, и мы успели его застрелить из пулемета. Повезло. Слова Дегина Иона подтверждает Шистер Михаил Семенович. Получить от немцев фауст-патрон в борт боялись все танкисты без исключения. Для нас фаусты были как бич божий. В Губине против нас воевали истребители танков, вооруженные исключительно фаустами. Что чувствовали танкисты перед боем? Сильное напряжение. Все без исключения. У нас одно время в экипаже был мехвод, пожилой уже мужик лет 40. Так он перед боем произносил слова молитвы: «Господи, пронеси и помилуй». Так мы, молодые, хоть и комсомольцы, все равно за ним эти слова повторяли. Иногда перед атакой кто-то говорил: кто уцелеет, будут жить в раю на земле, но мы уже будем в раю на небесах. Страшно идти на смерть. Но как только танк срывается с места вперед, то кроме как о бое уже ни о чем не думаешь. Переживаниям места нет. Все прошлое, все не имеющее отношения к атаке, как-то моментально исчезает из сознания, будто острой бритвой срезало. Интересно, что многие танкисты-ветераны сталкивались с фактами предчувствия людьми своей близкой смерти. Танк моего товарища Шульгина разнесло прямым попаданием тяжелого снаряда, видимо, выпущенного из морского орудия. Он был постарше нас и предчувствовал свою гибель. Обычно он был веселым, острил, а за 2 дня до этого в себя ушел. Не разговаривал ни с кем, отключился. С подобными случаями встречались Кириченко Петр Ильич и Глухов Николай Евдокимович. Ария Семен Львович вспоминает сослуживца, который, предчувствуя грозящую опасность, несколько раз спасал его от смерти. Среди опрошенных ветеранов было много суеверных людей, веривших в приметы. Вот как описывает ситуацию на фронте Брюхов Василий Павлович. Некоторые за несколько дней перед боем не брились. Некоторые считали, что нужно обязательно сменить белье, а некоторые, наоборот, не переодеваться. В этом комбинезоне он цел остался, он его и хранит. А как эти приметы появлялись? Молодое пополнение приходит, в 2-3 боя сходили, половины нет. Приметы им не нужны. А кто выжил, он что-то запомнил. Ага, я вот оделся, не побрился, как обычно, и начинает эту примету культивировать. Ну, а уж если 2-й раз подтвердилось, все, это уже вера. Представленные в ролике воспоминания танкистов взяты из книги Артема Драбкина «Я дрался на Т-34». Однозначно советую ее всем к прочтению.
А если хотите узнать, зачем советские танкисты подставляли борта танков под огонь противника, рекомендую посмотреть на канале отдельный ролик на эту тему. Спасибо всем за внимание и поддержку.